Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Сразу скажем, ребята, никак не связано с вот этим свят вечером православным новодельным, эта задержка, и, конечно, свят вечером по западному обряду. Нет, как бы дело не в том, что наступают праздники, просто техника решила, так сказать, показать, что она тоже фактор общения. Как всегда, при любой погоде, среда, прямой эфир, Кость Бондаренко на связи. Константин Петрович, здравствуйте. Здравствуйте. Конечно же, мы поздравляем наших слушателей католического, протестантского обряда, а также приравненных к ним православных. Так что вот тех, кто сегодня чувствует праздник, мы празднуем вечером 6 января и 7 января. Вот, по-старому, как праздновали наши родители, деды. Ну, главное, чтобы в душе был праздник. Вот. Ну, вы знаете, тут я не просто так с этого начал, с этой отсылки. Мы об этом поговорим сейчас. Единственное, что я должен сказать, такую традиционную преамбулу. Друзья, всем большое спасибо за поддержку, за то, что смотрите, за то, что не забывайте ставить лайки. Это YouTube хорошо воспринимает, и, соответственно, мы таким образом увеличиваем аудиторию нашего общения. Мы в прямом эфире. QR-код, который видно возле меня, это возможность на экран чего-то написать и каналу помочь. Также всем спасибо за то, что подписываетесь в закрытый клуб зрителей Шелеста, тоже поддерживаете авторство. Там тоже есть анонс нашей встречи и возможность задать вопрос Константину Петровичу. Сообщество YouTube абсолютно открыто, заблаговременно, пожалуйста, там уже много вопросов, будем на них отвечать и с чатом общаться тоже. Но это в самом конце, это во второй части нашей сегодняшней программы. Ну а что называется, с пылу с жару, давайте разберем вот эту ситуацию прям с голосованием, прям со зрителями. Значит, есть ли утверждение, что каждый украинец думает про себя «щоб він сконав», верно, то о ком идет речь? Значит, что за вопрос? Сегодня, там, час-полтора назад, Зеленский выпускает рождественское поздравление. Сразу хочу сказать, и это очень важно отметить, поэтому, собственно, такое начало у нас. Ни одного христианского, православного креста, знака, символа, иконы, короче, ничего. На фоне стола со свечками, где-то там какая-то хвоя, понимаете, какие-то фонарики, и он стоит довольный. Обращение длилось 8 минут, и где-то вот под самый конец прозвучало вот это вот. Типа верят, что небо открывается, и можно загадывать желания, и вот все как бы думают, чтобы он сдох, чтобы он сконал. И типа, ну так нельзя, как бы осекает всех украинцев Зеленский, и, в общем, говорит, что мира мы просим. То есть, на самом деле мы хотим, чтобы он сконал, но все-таки просим у Бога мира. Короче, ни Бога, ничего, собственно, в этом не было. Хотя я напомню, что все-таки Украина, по большей части, православная страна, да, есть передергивания с календарем, мы их будем обсуждать сейчас. Но вот этот посыл очень сильно, скажем, он сделал вечер многих. Так вот, варианты ответа. О ком вообще он? О ком? Ну и поехали. Путин, Зеленский, Трамп, или еще есть вариант ответа. Спасибо, что за него голосуете. Я не украинец. Просто ума не приложу, что там украинцы должны думать. Значит, смотрите, я тоже как это старовер. Вот. Небо вообще так-то открывается в день крещения Господнего. И в 12 ночи, день крещения, открывается небо, и тогда загадывается желание и просит. Короче, все переплелось, кони, люди. Как вы ответите на этот вопрос? Если хотите, можете не отвечать, потому что тут пока в одну калитку, кого имел в виду украинец, по словам Зеленского. Что это было, Константин Петрович? Это прокол спичрайтеров. Вот. Зеленский человек очень далекий от духовности, от церкви, в целом от религии. Вот. Поздравить надо, не поздравлять как-то не камильфо, с одной стороны. С другой стороны, я представляю, как он там позвонил Дмитрию Литвину, сказал, что вот напиши что-то так, чтобы брало за душу. Вот. Тот написал. Ну, стоит отдать должное, что у Литвина перо острое, хорошее, это слог тоже. Вот. Но при этом надо же понимать, какие-то должны быть моменты. Ни одна религия, ни одна христианская церковь
ни одно ответвление христианства не признает любые молитвы, которые направлены на то, чтобы лишить кого-то жизни. Вот. То есть молиться Богу, чтобы тот забрал у кого-то жизнь, это вне христианского канона. Это не по православному, не по церковному в целом. Да и не по-католически, будем говорить так. Вот, да и за пределами протестантской этики. Но в данной ситуации Зеленский попросту идет против собой сути христианства. Выступает. Вот, якобы желая поздравить с великим христианским праздником, вот, он выступает фактически против христианства, как антипод христианства. Ну, в данной ситуации Бог ему судья, как говорится. Вот. Потому что нельзя желать смерти ни одному, даже самому заклятому врагу. Вот. Так что... Ну, смотрите, тут же какой момент интересный. Сегодня Зеленский 7 января назначил Днем программиста. Понимаете? Это тоже воспринято как, ну, какое-то надругательство, издевательство. А Зеленский демонстрирует, что он не собирается вообще идти ни на какие компромиссы с Украинской православной церковью и с каноническим православием. Это первое. Вот. Второй момент. Своим сегодняшним выступлением он показал, что он не собирается идти ни на какое примирение с Россией и так далее. И все разговоры о мире – это только разговоры. Это был четкий посыл со стороны Зеленского, что мы не хотим никакого мира. То есть он дальше воспринимает Путина исключительно как врага, причем врага заклятого, которому он желает смерти. Вот. То есть это был его посыл в данной ситуации, закамуфлированный под то, что это желание всех граждан Украины и так далее. Вы знаете, я когда-то сталкивался с тем, что там некоторые рьяные такие так, ура-патриоты кричали, да чтобы этот Путин сдох и так далее. Я задавал им вопрос, а скажите, а вы уверены, что, например, завтра уходит Путин, что после него приходит кто-то другой, что он будет лучше? Что вам лично будет лучше, что Украине будет лучше от этого? Вот. Что преемник Путина будет лучше, чем Путин. Вот. И на этом они как бы зависали. Вот. Ответа у них не было. Поэтому здесь это такой вопрос, это, ну, знаете, это такое беспардонное фактически выступление Зеленского, абсолютно безответственное. Но смотрите, рядом с этим, скажем так, ну это просто яркий момент, который мы обсуждаем. Друзья, проголосуйте, пожалуйста, и также, в общем, напишите, что думаете в комментариях или в чате, если вы смотрите в прямом эфире. Тут же другой момент. Зеленский, кажется, правда поймал кураж. Вот у нас сегодня видео называется «Фантомас разбушевался». А так это и есть. Значит, сегодня был сделан шаг, который, ну, я так понимаю, вынашивали политтехнологически на Банковой. Вынашивали и выносили, и вот что-то вот такое родилось. Они опубличили 20 пунктов, о чем договорились с американцами. То есть, еще раз, вернулся Умеров, вчера доложил, и сегодня Зеленский делает шаг. Это политическое действие. 20 пунктов. Причем буквально через пару часов, там час-полтора, появляется Le Monde, который демонстрирует те же 20 пунктов, но немножко в расширенном формате. Почему? Потому что мы прекрасно понимаем, вопросы, там, Зеленский такими крупными мазками прошелся, а они там конкретны. Но есть прямые несоответствия по территориям и по Запорожской атомной, и даже некоторые увидели в политзаключенных, потому что там, как написано, вернуть политзаключенных. А все такие, подождите, а как вернуть? Куда вернуть? А они откуда-то куда-то забрали их, а их надо вернуть? Или их выпустили, их надо назад в тюрьмы. Короче, ну, черти что написал Зеленский, все это поняли. Однако вот это несоответствие толкает на очень интересный момент размышлений. А зачем сейчас Зеленский вот это написал и опубличил? Смотрите, кстати, иногда наши зрители критикуют меня, мол, вот Бондаренко там ссылается на какие-то анонимные источники. Ну, не могу я подставлять людей,
Вот, потому что, условно говоря, в моей нынешней ситуации, когда я являюсь человеком под санкциями, вот, говорить о том, что Иван Иванович Иванов мне сказал то-то, там, Петр Петрович Петров сказал мне другое, это что-то, вот, это подставить людей просто. Поэтому я сам не люблю того, чтобы ссылаться на анонимные источники, но иногда приходится. Так вот, поэтому прошу отнестись именно с пониманием. Если я говорю о том, что у меня есть какая-то информация, то я именно дозированно, ровно столько, сколько могу сказать, я говорю. Так вот, у меня есть информация, что на самом деле по результатам переговоров Умерова с представителями Соединенных Штатов Америки фактически ситуация не сдвинулась с мертвой точки. Основные вопросы в переговорном процессе остались теми же. И второй момент. Соединенные Штаты, как мне говорили люди, которые фактически очень хорошо погружены, глубоко погружены в тему переговоров, переговорного процесса, Соединенные Штаты просили оставить вот то, что сейчас наработано на нынешнем этапе, вот, ставить без огласки. Украинских и европейских коллег просили не разглашать ситуацию. Логика следующая. После новогодних и рождественских праздников должна состояться сначала телефонная беседа Путина и Макрона, потом должна состояться телефонная беседа президентов Соединенных Штатов и Российской Федерации. Далее должна состояться новая встреча уже в Москве, вот, переговорных групп. То есть это никакая, то есть это Дмитриева была никакая там, ну, Нет, именно, ну, что игра это было какая-то. просто, Это да. вот действительно было указание, что они договорились встретиться в Москве. Да, именно. Далее, украинская делегация, скорее всего, поменяет Умерова на другого человека. Будет другой представитель, потому что Умеров, признан в офисе президента, провалил переговоры. Это, вот. Но что-то пошло не так. Почему-то вот, и французская сторона, и украинская сторона решили слить информацию. Вопреки просьбам от американской стороны. Так что я думаю, что за этим могут последовать и определенное ломание той логики, которая намечена была раньше. Я подозреваю, что, скорее всего, Макрон, который грозился поехать и разговаривать с Путиным, скорее всего, эта встреча теперь либо откладывается, либо отменена. Хорошо, смотрите, мы добавили Макрона, сейчас разберем историю и с европейцами, и с европейской позицией. Ну, любо-дорого было смотреть вчера на Стуба, да, или на Писториуса по поводу того, как воевать с Россией, и по поводу планов, там 5% осталось, не 5%. Смотрите, это мы сейчас, это очень хорошо, что вы добавили, это добавленная стоимость этого вопроса. Но меня мучает один момент. Подождите, ну встречались-то 3 раза с Умеровым, это только в эту сессию, а он еще до этого ездил. Именно. Он очень долго сидел в Соединенных Штатах. Он взял на себя обязательства перед Зеленским, что поскольку он и его семья, особенно брат, интегрированы, мощно интегрированы в американский истеблишмент, его родственники тоже интегрированы в американский истеблишмент, близкие, в частности, тетка его там и так далее. Ну, то есть такие моменты. Но есть одно но. Вот, и он, и его брат, вот, Руслан, и его другие родственники работали очень тесно с демократами, с демократической партией. И сейчас им очень сложно наладить те же отношения, те же доверительные отношения с республиканской партией. Было очень много догадок, что там Умеров уже заложил Зеленского, уже полностью слил всю информацию и так далее. Я думаю, что на самом деле это неправда. По крайней мере, ни один мой источник это не подтверждает. Вот, что он там дал какие-то свидетельские показания на Зеленского. Ну, в ФБР ходил? А это уже другой вопрос. С ФБР он общался действительно и по долгу службы, и по положению он общался с ФБР. Но вопрос о том, сливал ли он кого-то, просил ли он о каких-то гарантиях безопасности и прочее, это, я думаю, уже придумки. Вот, Хорошо, касается... хорошо. А что американцы, как вы видите? Давайте просто с американской стороны протрактуем не итог, ну, слив, да, сам, да, а именно... Ну, саму переговорную линию, вот эти 20 пунктов, то, что сегодня показал Зеленский.
Да. Дело в том, что 20 пунктов – это те пункты, которые, еще я несколько раз это подчеркивал, 20 пунктов – это то, что выработано было не в Соединенных Штатах, а то, что украинская сторона и европейцы пытались продать Соединенным Штатам, пытались продать как ту позицию, которую Соединенные Штаты должны защищать перед Россией. Вот. Это то, что, помните, было несколько недель назад, Рубио приезжал там в Европе, встречались представители европейских государств, Рубио, представители Украины. Долго они пытались 28 пунктов сократить до 20, отбрасывали те, которые им не нравятся. И вот сейчас, кстати, Ермак еще перед своей отставкой, он говорил, что нам удалось сократить 28 пунктов до 20, говорил. Вот. Вот сейчас этих 20 пунктов обнародовали. Но это 20 пунктов, которые Украина и ее европейские партнеры пытаются продать американцам, вот как согласованная позиция, которую Соединенные Штаты должны, по их мнению, защищать перед Россией. Почему американцы не купились? А для американцев на сегодняшний день очень важно действительно закончить войну, чтобы война закончилась. И если Россия не принимает этих 20 пунктов, то Соединенные Штаты готовы этих 20 пунктов снова еще раз и еще раз пересматривать. Вот, для того, чтобы найти компромиссное решение. Для Соединенных Штатов, я уже несколько раз это говорил, я повторюсь еще раз, для Соединенных Штатов очень важно, чтобы заработали энергетические, экономические, логистические и прочие проекты с Россией. Потому что Соединенные Штаты посчитали, что это может дать определенную прибыль, которая измеряется триллионами долларов. Вот, это очень серьезное подспорье для Трампа. И в этой ситуации как раз для того, чтобы эти проекты заработали, необходимо закончить войну в Украине, не потому что Трамп очень любит Украину и украинцев, а потому что, закончив эту войну, Трамп будет иметь возможности снять санкции с России. Не случайно даже в этих 20 пунктах звучит, что если только там, Россия нарушает эти пункты, один из этих пунктов, то Соединенные Штаты снова вводят санкции. То есть, значит, по умолчанию снимаются санкции с России. Хотя этого нет в этих 20 пунктах. Но то, что снова вводятся санкции, говорит в пользу того, что санкции должны быть сняты. Вот. Так что, там очень интересный момент про Совет мира. Угу. Вот, это тоже впервые прозвучало как раз. На бумаге, да, на бумаге. Да, про Совет мира. Трамп же сейчас мыслит категориями, что необходимо распустить Организацию Объединенных Наций, создать новую структуру. И вот то, что появляется некий Совет мира, которого на сегодняшний день нету, это вот фактически заменитель Организации Объединенных Наций, как в свое время ООН заменила Лигу наций. Вот. Это в сознании Трампа именно так это звучит. Чтобы ему сделать приятно, и украинская сторона, и европейцы тоже говорят, мы тоже согласны, да, пожалуйста, пусть будет Совет мира во главе с Трампом. Если по пунктам, это очень важно, значит, попробовать понять. Я просто такая версия есть, она мало очевидна. Кто-то скажет, Шелест, что ты там прикручиваешь, это все, хуцпа, это все троянский конь, это все какая-то, не знаю, там, дымовая завеса на самом деле там. Но действительно, это вот и мои источники говорят, действительно все серьезно заняты вопросом выборов. Вот прям очень серьезно. Причем, я имею в виду организационно, вещи организационные. То есть то, что реестры избирателей запустили, это правда. То, что там законодательство, это правда. Более того, есть такая версия, не ручаюсь. Вот я просто, может, если бы я был бы ближе в Киеве, например, да, я бы там понимал, что закон уже лежит, он готов. Вот эта вся рабочая группа, вот эти все моменты, это все так, для галочки. Закон есть о том, как провести выборы, и они запускают это и очень делают активно. Я могу ошибаться, интересно ваше мнение. А не является ли вот эти 20 пунктов, которые Зеленский сегодня выдал, программой, с которой он пойдет на эти выборы, и рассчитывает победить? Вот давайте вот так посмотрим на эти 20 пунктов. 20 пунктов как раз вряд ли будут программой Зеленского, потому что Зеленский фактически перехватил на сегодняшний день программу Порошенко образца 2019 года.
Зеленский же пытается показать, что он человек, который будет бороться за территориальную целостность, независимость Украины и так далее, и так далее, и так далее, весь набор вот, патриотических лозунгов, будет бороться до конца. Вот, и что он вполне может не пойти на выборы в целом. Соединенные Штаты, в принципе, не скрывают того, я не могу говорить полностью там за Трампа и его окружение, но одна из групп в окружении Трампа, достаточно влиятельная, она не видит Зеленского будущим президентом. Вот. И я думаю, что именно этот вопрос будет поставлен перед ним. Да и окружение Зеленского тоже. Вот некоторые люди говорят, а зачем тебе подписывать невыгодный договор с Россией? Ты можешь остаться в истории как человек, который до конца боролся за определенные принципы, вот, и через некоторое время вернуться во власть уже так на белом коне. Вот пусть кто-то вот берет на себя ответственность, идет, подписывает соглашение, а ты будешь его критиковать потом на протяжении нескольких лет. И он с позором уйдет в небытие потом, а ты придешь на белом коне и снова будешь там вот махать шашкой. Вот. И некоторые люди в окружении Зеленского, близкие люди в окружении Зеленского, готовы идти на подобного рода комбинацию. Кстати, против этого как раз выступает Ермак, который дальше продолжает оставаться очень близким человеком по отношению к Зеленскому, который сидит в своей квартире на Грушевского, вот, и принимает там всех своих замов бывших, всех своих советников, с ними общается. На тому. Да. Я помню, вы знаете, сейчас как бы модно стало домашнее обучение, там, ну, да, такие именно. отголоски удаленка, да, отголоски ковида, да. Хорошо, то есть вы не разделяете эту точку зрения, что вот с этим как бы, ну тогда погодите, в этих же 20 пунктах есть очень странные вещи. Референдум, да, и выборы. А это как раз способ переложить ответственность и оттянуть время. Вот. Плюс определенные манипуляции, вот, при помощи которых можно будет шантажировать. Вот. Все чудесно понимают, что референдум – это такая вещь, которая вот как захотят на Банковой, какой результат захотят, такой и нарисуют. Ну, на избирательных участках, например, не предусмотрены наблюдатели в ходе референдума. Не предусмотрено множество других там моментов. Более того, нельзя проводить референдум по нескольким вопросам, согласно новому закону. Надо один вопрос. Значит, надо выносить полностью все вот эти 20 пунктов на референдум тогда. И если народ скажет, что мы против этих 20 пунктов, вот, то, соответственно, вот Зеленский скажет, ну как, мы тогда отзываем вообще мандат у тех, кто сейчас ведут переговоры. Вот, народ же не хочет, чтобы эти 20 пунктов вообще ложились в основу переговорного процесса. Подождите, а о чем референдум? Сейчас такие споры идут. Вот вы говорите, вы увидели вот это. Формально Зеленский, сейчас переговорная группа выступает со следующим. Вот народ должен сказать, например, поддерживает ли он отторжение вот этой части Донбасса. Вот. Признание, там, например, вот той свободной экономической зоны, о которой говорят американцы. Вот, это же должен сказать народ, мы должны посоветоваться. Что это Тут есть такое? несколько пунктов, вот, которые необходимо согласовать с народом. Но мы же не можем проводить референдум по нескольким пунктам. Поэтому давайте проведем референдум. Вот, поддерживаете ли вы положение этого мирного плана или не поддерживаете? Несколько месяцев идет на подготовку референдума. Вот, то есть уже заговорили, проговорили, все это время идет война. Дальше вдруг говорят, 49,9% граждан Украины против этого. Вот 49,9% проголосовавших, явившихся на референдум. Вот. И это фактически срыв переговорного процесса. Давайте, мол, говорить по новой. Вот у нас новые данные, народ не хочет, народ у нас не поддерживает. Что такое свободная экономическая зона? Откуда это взялось? В чьем мозгу это родилось? На каком-то этапе начался вопрос. Вот. Есть 13% Донбасса, которые Россия требует, чтобы Украина вывела оттуда свои войска.
Украина говорит, хорошо, пусть туда не заходят тогда и российские войска. Так, и тогда возникает вопрос, ну а что, это будет какая-то пустынная территория? И тогда в Соединенных Штатах кто-то сказал, вот, возможно, Уитков, возможно, еще кто-то говорит, а давайте там, пусть будет там свободная экономическая зона, в которой будут там американские контролеры, будет какая-то полицейская миссия, которая будет следить за порядком в этой зоне, там будут делать деньги. Ну, вот. Там не будет каких-то ни военных, ни полицейских не будет, там будут просто делать деньги. Но судьба подобных экономических зон, вот, подобных ничейных территорий, она плачевна. Вот, поедьте в Боснию и Герцеговину, там есть такая точка, называется округ Брчко, вот, которая делит да, ну, после того, как поделили Боснию и Герцеговину, там вот решили еще, что есть такой узенький так, перешеек между двумя частями Республики Сербия. Как еще раз? Округ Брчко. Брчко. Брычко. Брчко. Брчко. Бырчко или брычка? Нет. Округ Брчко, без, там, ну, вы знаете, балканские языки, у них там очень мало гласных обычно. Округ Брчко. Вот, и, соответственно, в этом округе, так, ну, знаете, я бы не хотел, чтобы на Донбассе была ситуация, которая наблюдается там. Там до сих пор нет никакой местной администрации, там администрация от ОБСЕ фактически стоит, находится. Хорошо. То есть, ну там очень интересный момент есть. Значит, в Ля Монд, то, что они более широко. Это, кстати, очень хорошо, что вы заметили, что французы с Зеленским опубликовали. То есть это слаженная игра двух, Да. ну, скажем так, голубков, М и З, да, вот они вот так вот, хотя вот вроде как Макрон же предатель вроде как, предатель Мерца, то есть Мерца... Макрон играет свою игру. Мерца предал... Макрон играет свою игру, но не в игру Мерца. Вот. И понимаете, тут какая история? Хорошо, вот они это опубличили, вот там есть еще очень интересный нюанс. Сначала как бы референдум о зоне, вот этой экономической, а потом о территории. То-то и дело, что растягивать это удовольствие на полгода, вот, минимум, для того, чтобы провести один референдум, другой, на это никто не согласится. Именно поэтому и напрашивается вывод, что если вот несколько вопросов требует согласования, так давайте их в одном пакете. А один пакет как? Ну что ж, мы же не можем там несколько вопросов перечислить. Поэтому давайте так, поддерживайте или не поддерживайте вот эти вот мирные инициативы. Ну, это так, знаете, это как, ну, это, конечно, классный Это способ. казуистика. Ну, классный Это способ. юридически. И всем будут рассказывать какой-то там, например, один пункт, и все будут за него голосовать, а туда зашьют еще 19 те, которые против. Хорошо. Главный момент и важный момент. В России, ну, там Блумберг пишет о том, что их источники, близкие к Кремлю, ну, так, прохладненько это все восприняли. Имеется в виду, что типичный украинский план. Все будем разбирать, будем, ну, то есть работать будем. Если это действительно то, что США и Украина согласовали, но тогда возникает другой момент. Значит, опубличивание этого плана в глазах россиян кремлевских бросает тень на американцев из Белого дома. Нет, в данной ситуации Россия, она чудесно понимает тоже, кто играет какую игру. Они чудесно понимают, что есть не 3 игрока Украина, Соединенные Штаты и Россия, а есть даже не 4 игрока, потому что уже Европа играет не одну, а как минимум 3 роли. Вот. Поэтому они чудесно понимают, кто есть кто. Но в Анкоридже Трамп взял на себя обязательство вот перед Путиным, что он вот, заставит европейцев следовать тому плану, который будет выработан. К ноге хозяина. Да, именно, что он продемонстрирует, кто хозяин западной цивилизации. Вот. Поэтому сейчас все вопросы к Трампу, ну, вот, пожалуйста, присмири, давай их там как-то надави на них. По поводу Европы. Ну, мы видим этот разброд и шатание, который уже случился. Но вот
опять, я вот моделировать ситуацию, это, конечно, плохо, но все равно какие-то же должны быть обстоятельства, которые, ну, опять ее как бы сплотят вокруг Украины. Нам дают намеки в информационном пространстве. Вот я просто как, ну, вот как журналист, я не понимаю этой новости. Если ракета упадет возле Чернобыльского купола, то тогда купол рухнет. И ты сидишь и думаешь, елки-палки, вот это новость. Так если ракета упадет возле любого купола, в зависимости от расстояния, конечно, любой купол, а его ж там повредил беспилотник. То есть нам дают намеки. Я очень хорошо помню, что когда заканчивали строительство вот этого купола над Чернобыльской, над четвертым реактором Чернобыльской электростанции, тогда украинские средства массовой информации говорили о том, что настолько надежный купол и такие технологии применяли, что выдержит ядерный взрыв. Вот. Ну, извините, пожалуйста, вы можете поднять эти публикации. Нет, ну я к чему? Я все-таки к нашим баранам, к нашему делу. То есть что-то должно... То, или, хорошо, может быть, это может быть крупная гуманитарная катастрофа по городам без света в условиях морозов, которые на этой уже неделе начинаются в ряде населенных пунктов. Это может быть что-то, что вот давайте все бросим и кинемся спасать и опять объединяться. Объединяться это означает, что денег никто считать не будет, этот кредит дополнится новыми вливаниями от какими-то еще, ну и, соответственно, все будет продолжаться. И опять Европа будет вместе, потому что сейчас она порознь. Ступ прыгает, как заяц, туда-сюда. Писториус то воюет с Россией, то не воюет с Россией, то будет нападать Путин, то не будет нападать. Мелани, у нее своя игра. Макрона чуть-чуть обсудили, Стармер, ну, хоть не Европа, но тоже. Брюссель вообще четко сказал, ребята, все хорошо, доставайте деньги. Да. Что касается как раз Туба и Мелани, там как раз на них меньше всего обращают внимание на их прыжки или их заявления. Да, они достаточно активны, но при этом, если говорить о влиятельных фигурах, которые влияют на брюссельскую политику, политику общеевропейскую, это две фигуры из Евросоюза, вот, Макрон и Мерц. И это одна фигура вне Евросоюза, это Стармер. У каждого из них свои проблемы. Свои проблемы. У Макрона это противостояние с парламентом и с генералами. Он никак не может найти общий язык с ними. При всей его браваде вот, у него очень серьезная оппозиция к нему. А в 2017 году ему уже идти на выборы в апреле 2017 года. Поэтому остается не так много времени, а надо искать преемника, надо понять, кто будет преемником. А тут как бы такая ситуация, что никак не удается найти фигуру, которая могла бы электорально побеждать на выборах. Вот, он уже, ну, это можно долго там говорить о его взаимоотношениях с местными органами власти, с мэрами. Раньше он делал на них ставку, сейчас он с ними тоже в конфликте. Вот, а на пятки наступают господин Бардала от правых и господин Баланшон, вот, которые готовы бросить вызов. Поэтому Макрону сейчас необходимы какие-то конструктивные действия, которые могли бы мобилизовать его электорат. Необходима некая конструктивная программа. У Мерца свои проблемы. У него трещит по швам коалиция. Трещит по швам коалиции, соответственно, он понимает, что и даже попытки запретить альтернативу для Германии могут закончиться достаточно плачевно. Вот. Он не стал новым Колем, он не стал новым каким-то явлением в немецкой политике, и в сознании рядового гражданина, рядового обывателя Германии он ничем не лучше, чем его предшественник Шольц. Вот. А у Стармера тоже большие проблемы, потому что вот многие эксперты прогнозируют, что может очень бесславно закончиться сейчас его премьерство. А если сейчас спровоцируется парламентский кризис в Великобритании, а на это очень серьезно работают некоторые люди из Соединенных Штатов, очень серьезно, в частности, Илон Маск,
вот, то завтра и лейбористы, и консерваторы дружно проигрывают выборы Найджелу Фаражу из партии реформ. Вот, и, соответственно, в Великобритании поменяются очень-очень многие моменты. Впервые за 100 лет будет нарушен вот этот двухпартийный консенсус. Вот. Так что в каждой из этих стран европейских, в каждой, есть свои большие-большие проблемы. Вот. И есть те катализаторы, которые запускаются для того, чтобы эти проблемы усугублялись. И вполне возможно, что скоро этим государством будет не до Украины. Мгм. Именно. Пока что Украина – это тот фактор, который их держит вместе, держал вместе. Вот. Не столько даже потому, что они боятся там войны с Россией, не только потому, что они боятся еще каких-то вещей. Они понимают, что если только завтра они распишутся в том, что они проиграли войну с Россией, а все чудесно понимают, что Европа была участницей этой войны, не только Украина воевала, а и они, то завтра главным призом этой войны станет не Украина, а Европа. И именно не Украина станет наибольшей жертвой этой войны, а именно Европу будут фактически делить на сферы влияния, вот, частично Россия, но в большей степени там Соединенные Штаты будут устанавливать свои порядки, которые очень не понравятся нынешнему истеблишменту европейскому. Мгм. Значит, по Европе ясно. Ну, что Россия? На фронте мы видим, идет продвижение. И сегодня такой скандальный твит или скандальное сообщение написал, ну, Рёбке, который там уже, не знаю, это как символ этой войны. То он говорит, что украинская ракета прилетела в Константиновку, помните тогда? Да. И его там то восхваляют, то придают обструкции. Ну, вот постоянно у них такая качель. Но сейчас он как бы в затяжном полете в одну сторону, в сторону зрадника, нехорошего человека. Он сегодня сказал очевидное. То, что постоянно мы говорим, как только там, если появляется в шуме, например, карта, мы обсуждаем карту, или с экспертами мы показываем карту, то, простите, все понимают, Deep State отстает. Он привел населенные пункты, примеры, говорит, смотрите, там уже бои, там россияне стоят, а Deep State еще рисует, что это даже рядышком с серой зоной. Отстает, понятно, умышленно. Такой достаточно эпизод важный, потому что резко после таких эпизодов ты понимаешь, что сообщения Минобороны Российской Федерации, которые годами были, ну, помним то, Коношенкова, да, который стоял, серьезно же никто не воспринимал. Ну, все говорили, да, что там это все вранье, это тянулось, похоже, этот хвост кометы Галлея недоверие заканчивается, и уже стали внимательно вчитываться в то, что сообщает российская сторона. Фронт сейчас может быть, ну, скажем, главным козырем в колоде карт или на раздаче у Путина? Понимаете, на самом деле линия фронта, она действительно постепенно продвигается, но в основном с той же динамикой, которая наблюдалась на протяжении последних месяцев. Да, это намного быстрее, чем было на протяжении предыдущего года. Вот. Но сказать, что есть какие-то серьезнейшие прорывы, ну, это было бы, наверное, преувеличение. Планомерно, постепенно, по 1-2 населенных пункта каждый день вот, Украина теряет. Вот, кольцо там вокруг Мирнограда сжимается, но мы это слышим уже на протяжении 2 последних месяцев. Ну, почему? Внезапно Северск потеряли, официально имеется в виду. Да, именно за несколько дней потеряли причем. Вот. А украинские средства массовой информации и украинские военные еще неделю потом говорили о том, что мы их дальше продолжаем держать. Да, но это такое, мы же понимаем, что если бы у Гитлера была такая структура, как Центр противодействия коррупции, то еще в апреле 1945 года немцы бы не знали о том, что немецкие войска потерпели поражение под Сталинградом. Да, только не коррупция, а
Дезинформации, Дезинформация, извините. потому что если вы вспомнили Центр противодействия коррупции, надо будет фото голое фото Шабудина вспоминать и обсуждать. Да, именно. Центр противодействия дезинформации, господин Коваленко. Вот, если бы был, то в 1945 году еще бы не знали о том, что где-то там под уже потеряны подступы к Волге, и что и Киев уже потерян, и вообще Украину всю уже заняли. Нет, говорили бы, что просто тут чуть-чуть перервались, перешли на более выгодные позиции. А так все нормально. Просто понимаете, если, например, вот сейчас же какая идет история? Выводить войска из Донбасса, не выводить войска из Донбасса. Ну, вот так, да, идет обсуждение. А что если, ну, фактически бои переместятся к Славянску и Краматорску, ну, я имею в виду впритул, то есть вплотную? Ну, вот возьмут и переместятся. Украинское командование считает, что Краматорск и Славянск – это такие населенные пункты, в которых настолько, скажем так, столько мест занимает промышленная зона, что можно устроить оборону, где можно держать эту оборону достаточно долго, вот, что это значительно более сильные укрепрайоны, чем даже там были Авдеевка и так далее. Вот, поэтому в данной ситуации украинские чиновники, с которыми приходится и депутаты, с которыми приходится общаться, они за чашечкой кофе говорят: ну да, ну мы Донбасс потеряем, но здесь же вопрос времени, когда потеряем. Вот. Да, потеряем там, ну, через полгода, там, например, потеряем. Вот. Но это же полгода, мы же полгода еще сможем это там демонстрировать, что мы держимся. Ну, держимся-то держимся, но вы же видите, какая история происходит. Как раз на днях буквально у меня было общение с одним из украинских военных. Ну, так мы время от времени сверяем часы, что называется. Но он говорит, что, ну, по моим оценкам, потеряем Донбасс, полностью территорию Донбасса до Пасхи. Константин Петрович, если фронт, ну, как бы, как движется, так и движется, там где-то какое-то ускорение, не ускорение. А со светом что делать? Со светом же катастрофа сейчас. Нет, со светом как раз не катастрофа, без света катастрофа. Вот как раз. Не, ну, мне так нравится, Да. мне понравилось Нет, сегодняшнее сообщение, вы видели, Свириденко выходит и говорит: освободили дополнительный гигаватт для населения. А я сижу и думаю, елки-палки, значит, села вы уже давно никакие не освобождали на фронте, ну зато хоть освободили гигаватт электроэнергии. И к вечеру сообщение со Львова: ой, все, типа отключение вечернее отменяется. Так и все остальные сидят без света. Да, но на самом деле это же пиар-акции. Мы же понимаем, что на самом деле вот такими вот пиаровскими акциями пытаются привлечь к себе внимание, показать, как они трудятся во благо Украины, вот, и как решают те или иные задачи поверхностно, вот, с тем, чтобы был только вау-эффект, как говорил Пелевин. Да? Вот, так что в этой ситуации ждать какого-то конструктива от нынешней власти не приходится. Ну, это вы так красиво, филигранно сказали, что будет задница со светом и дальше, и черной зимы не избежать. Ну, не, ну 17 часов уже там эксперты говорят, что без света это будет так новая норма. Извините, тут абсолютно не смешно в этой ситуации, потому что, вы знаете, у меня большое количество родственников, моих родных, находится сейчас в Украине, и, соответственно, они это все чувствуют на себе. Так никто не смеется. Да, ну... именно. Не, это я просто говорю, что над этим шутить сейчас очень просто даже нельзя над этим шутить, потому что за этим стоят действительно судьбы и, скажем так, здоровье, самочувствие и прочие моменты, связанные с конкретными живыми людьми, миллионами людей. Просто вот интересно, смотрите, фронт не влияет. Тыл в катастрофическом положении, ну, тоже вроде как не влияет. Получается,
Ну, это очень такая примитивная ловушка логическая. Вы поймете, о чем я говорю. Получается, что Украина вообще не влияет закончить войну или продолжать войну, Я соглашаться. постоянно говорил об этом, что это не Украина решает. Украина это не решает. Это решают ее партнеры, европейские партнеры, которые говорят, вы должны воевать. Вы должны воевать еще минимум год. Вот если будете воевать минимум год, то будет вам там целый ряд поблажек потом. Вы вернете свою территорию и вернете еще кусок территории, дадим вам от России, еще пристегнем к вам. Вот, но только воюйте. И Зеленский, я это уже неоднократно говорил, да я повторяюсь, вот я писал об этом, вот Зеленский – это человек, которому не важно, что о нем думают граждане Украины. Это не его аудитория. Это не те люди, чьих аплодисментов он ждет. Он ждет аплодисменты со стороны Запада. Он верит, что он выступает на западной сцене, и что сидят перед ним там Макрон, Мерц, там, Мелани и прочие, которые ему аплодируют. Вот их аплодисменты, их овации для него важны. Овации и галерки его не интересуют. Скажите тогда, зачем Зеленский сегодня вбросил? Это он вбросил. Вот если бы это кто-то другой или там какие-то понесли подалеки, вот эти все переназначенные советники, это был бы другой эффект. А это конкретно он говорит, подпишем соглашение, отменим мобилизацию, ну или частично что-то введем. Для кого это? Зачем это делается? Это реально, как бы, ну, смотрите, у него в хотелках, в его пунктах 800 тысяч армия. Да. Он отменяет мобилизацию. Демобилизации нет, Константин Петрович. Получается, что эти люди, да, они, ну там, попробуй еще домой вернись после того, как даже что-то подпишут. Они не нужны ему дома. Ну, это, не нужны ему это дома, лишнее... потому что их надо озадачить. Но ему необходимо будет найти деньги для того, чтобы их содержать. Конечно, это лишние рты. Нет, а тут как раз он надеется на то, что эти деньги ему дадут европейцы. В надежде на то, что эта армия будет постоянной угрозой для России. Вот. Так что Европа готова будет спонсировать, вот, и инвестировать даже там, не в восстановление экономики Украины, а в содержание украинской армии. 800-тысячной, которая в 4 раза больше, чем армия Германии, чем Бундесвер. Вот, там более чем 4 раза больше, чем армия Франции, Великобритании и так далее. Так ну, смотрите, а вот отмена мобилизации. Да. Ведь это четкий пиар, ну, такой предвыборный такой вброс. Смотри, почему я и делаю такой вывод? Вы отвергли мое предположение, но тем не менее, что эти 20 пунктов – это его предвыборная программа, потому что он говорит, 800 тысяч армии, после войны мы обеспечим контрактами, Европа будет платить, да, и смотрите, мы закончим мобилизацию. Ну, типа, успокойтесь, все, не будут хватать на улицах. ТЦК опять по норам засунется и не будет вылазить на улицы городов. То есть выдохните, и все же этого ждут. Это все пиар-наброски, понимаете? Это пиар-наброски, но дело в том, что рано или поздно граждане Украины – это не какие-то там тупые люди, которые не понимают ничего, что происходит. Нет, то, что они боятся высказать свою позицию, это другое дело. Они живут в специфическом тоталитарном обществе, где любое неповиновение, любая критика сразу же заставляет столкнуться с репрессивно-карательной системой. Вот. Так вот, что касается граждан Украины, когда-то Вознесенский писал, наш народ не тетеря, чтобы кормить его с ложечки. Да? Так вот, что касается этих моментов, они как-то поймут, что да, возможно, что выборы, что если они проголосуют за Зеленского, то не будет новой мобилизации. Но точно так же они поймут, что если придет кто-то вместо Зеленского, то не только не будет мобилизации, но будет демобилизация. Может поменяться полностью система. Конечно же, если они проголосуют не за Залужного. Вот, потому что это шило на мыло фактически. А что с Залужным происходит? Многие обратили... отдыхает на Доминикане, говорят, да? Не, ну, знаете, вот, во-первых, я просто пытаюсь, когда вот это все наблюдаю, я пытаюсь включить такую логику здравого такого цинизма. Слушайте, уже черти сколько его книжка вышла,
Ну, вы как писатель, вы знаете, вы как автор Джокера, вы в курсе. И тут только сейчас открыли первую страницу и нашли его текст, что я не Да? уйду из Киева, там последним уйду, в общем, тут костьми ляжем и так далее, я герой. И тут внезапно Доминикана. Опять-таки, ну, снято там из-под лавки, понимаете, вот это вот все. Для того, чтобы придать какого-то, ну, флера этому всему. Ну, Это минусовка или это отработка какая-то очень хитрая? да нет, на самом деле против него работают. Действительно, очень многие хотели бы, чтобы акции Залужного сейчас не взлетели. Против него начнется сейчас очень активная кампания, очень активная. Многие зарубежные силы из-за рубежа очень бы не хотели прихода Залужного. Плюс ко всему ведется сейчас очень серьезная борьба между несколькими штабами, которые хотят стать штабами, будущими штабами Залужного, которые подставляют друг друга. Один штаб сливает через Guardian информацию о том, что посмотрите, какие уроды собрались сейчас вокруг Залужного. Вот, вот и все обсуждают, боже мой, Пашинский там. А то, что Пашинский кум Залужного, это как бы не было известно, да, раньше. Вот, ну, и прочие такие моменты, вот они как раз и показывают, что действительно у Залужного есть очень много проблем, но точно такие же проблемы были приблизительно в 2001 году у Виктора Ющенко. Вот, когда он насобирал целый паноптикум людей, которые пришли, тот от Березовского пришел к нему с деньгами, тот пришел к Ющенко с деньгами от энергетических компаний, тот еще какие-то. Каждый из них пытался показать, что он еще, кроме всего прочего, не только принес деньги, но еще он очень любит трипольские артефакты и скифское золото, и тоже дарили ему. Вот за это он их всех собрал в один ковчег, вот всякой всякой твари по паре, и потом всякие вот эти твари по паре потом формировали его окружение на протяжении 5 лет. То же самое Значит, сейчас с Залужным происходит. у школе мы так о кандидатах. Нет, ну вообще давайте так. Это вот по поводу цинизма. Слушайте, ну опять-таки, ну все равно я, вот знаете, как вот свежо предание, а верится с трудом. Доминикана, судя по тому, что там отдыхали и как это все выглядело, это какой-то там, ну, открытый абсолютно курорт. Да, понятно, что это Вот, недорогой, по большому недорогой, счету. по Да. большому счету, Да. имеется в виду. То Да. есть человек, бывший главком, посол в Британии, воюющей страны, идет в абсолютно открытый по своему доступу отель, живет там с женой, с охраной, там, с этими, ну, или друзьями, не знаю. То есть это показывает нам вообще уровень отношения к этой войне. Скажем так, Залужный очень, Простите, скажем, пожалуйста, я сейчас я добавлю, чтобы было понятно, о чем я, отношение к войне. Сейчас убийство за убийствами в Москве происходит. Подрывают генерала, высокопоставленного генерала-лейтенанта. Дальше там полицейские, которые якобы там издевали. Ну, они, не они. Ну, в общем, ГУР утверждает, что они. И типа по мошеннической схеме, там, взрывчатку, и, в общем, какой-то хлопец из Ивановской области, или из Иванова, там, да, откуда он там. Ну, короче, обманули его, и он пошел на эту мокруху, и там тоже полицейских этих подрывал. А у нас Залужный гуляет вот абсолютно в абсолютно публичном доступном отеле, где легко можно залезть в базу отеля, посмотреть, кто приехал, когда приехал, ну, поселиться рядом и сделать все, что хочешь. Ну, это да. Вот. Кстати, это один из тех моментов, которые вполне возможно, что оппоненты Залужного еще и так, там, в конце концов, когда им уже надоест постить эти все материалы, они уже начнут там такой писать крик души. Владимир Владимирович, обратите внимание, Залужный находится в следующем отеле. Почему до сих пор не выехала группа? Так, ну и так далее. То есть, понятное дело, что Петров, это... Баширов, где вы? Но дело в том, что в России чудесно понимают, что как раз Залужный, вот, возможно, является одним из лучших. Вот, и сама информация о том, что он сейчас где-то загорает в Доминикане, она является лучшим дестабилизирующим фактором для ситуации в войсках.
Вот ваш главком, хоть и бывший, вот, вы воюете сейчас, мерзнете в окопах, а вот он, вот надежда, тот, в которого вы верили. И зачем ему в такой ситуации предпринимать против него какие-то там террористические атаки, еще прочее. Чем больше будет таких фактов, тем больший удар будет нанесен по дисциплине и обороноспособности. А как раз именно любой террористический акт, любые попытки там убрать Залужного или кого-либо еще, вот они только приведут к сплочению. Ой, ну, смотрите, новостей-то, конечно, множество, и, ну, опять-таки, очень искусно и красиво пишут о том, что миграционная полиция в США сейчас ведет себя так, как ТЦК. Тоже там выбивают окна в машинах, тянут, волокут, вот это все. Об этом пишут. Там понятно, что вот это сейчас целый день носится о том, что Дуров назвал Макрона нетрадиционной ориентацией. Вот эти все моменты. Но мне кажется, вот все-таки есть определенная, ну, логика в этом всем. Вот в наше информационное пространство эту дичь вбрасывают ровно для того, чтобы простой человек, он, о, так ТЦК, так это так надо, так это нормально. Макрон, о, так и мы ж это знали. Ну, например, да, вот, то есть идет такая очень грязная игра с умами людей. Я имею в виду украинской аудитории, там, ну, вот этой аудитории, которая привязана к украинскому информационному пространству. То есть нам вот это вот раскручивают, это все обсуждают ровно для того, чтобы свое бревно в глазу не было как бы заметно, понимаете? Вы знаете, да, вы знаете, что на самом деле я уверен, что очень скоро историки напишут историю именно вот этой российско-украинской войны. Уже есть несколько книг по этой теме, вот, но я все-таки надеюсь дождаться, когда напишут историю когнитивных войн в ходе этого конфликта, данного конфликта. И не только то, как воевали, именно как применяли когнитивный инструментарий, вот, российская сторона против Украины или украинская против России, или же там европейские и западные средства массовой информации, как они промывали мозги, как они формировали мнение, но и как вот, украинская власть воевала с собственным народом. Это тоже очень важно. Как промывали мозги, как формировали пропаганду, как фактически настраивали людей, как зомбировали людей и прочее. Все это будет очень и очень полезно изучить. Вот, и я все-таки думаю, что будут историки, которые смогут именно очень глубоко показать этот процесс. Потому что война велась не только на поле боя. Ну, по поводу войны, давайте вот еще один вопрос от меня и перейдем к итогам голосования, вопросам зрителей. Просто очень много вопросов зрителей сегодня, друзья, поэтому будем как бы ускоряться. Значит, подъехала новая статистика. Вот так вот она выглядит, с вашего позволения. Да, вот давайте ее прокомментируем. Большинство украинцев считают, что Зеленский должен понести уголовную или политическую ответственность за коррупционные схемы Миндича, говорится в результатах опроса Социса. 30% говорят, чтобы Зеленского судили за коррупцию, а 28,4% что он должен политическую ответственность, ну и никогда не должен баллотироваться на выборах. При этом 30% против привлечения Зеленского к ответственности уголовной за то, что он участвовал в выборах, ну, чтобы он участвовал в выборах, имеется в виду будущих. При этом 39% украинцев считают, что Зеленский причастен к схеме Миндича, а 29,3% считают, что он о ней не знал. Ну и только 19% опрошенных считают, что Зеленский не знал об окружении, не причастен в схемах и, в общем, короче, святой и безгрешный белый пушистый человек. Смотрите, социология во время войны штука опасная, но тем не менее эти же цифры о чем-то говорят. По-моему, эти цифры говорят только об одном. Социологам денег не дали, у них везде по 30%. Ну, они, короче, так, как отвечали, так и посчитали. А кто автор? Социс. Ну, в принципе, большой привет Игорю Алексеевичу Грыневу, вот, который является фактически руководителем этой компании.
социс. На этом можно ставить 3 точки и больше не развивать мысль. Что касается это первое. Второй момент – это то, что я уверен, что, в принципе, в украинском обществе подавляющее большинство действительно чудесно понимает, что без благословения Зеленского не могло быть никаких коррупционных схем. Уверен. Более того, уверен, что где-то близки настроения украинцев к тому, что озвучено социсом. Вот. Но при этом я абсолютно не понимаю, вот, я немножко смыслю социологии, но я не понимаю, как можно добиться корректных результатов в ходе социологических исследований в условиях войны. Вот. При том, что огромное количество граждан держат фигу в кармане, вот, и не хотят отвечать, либо же отвечают социально или политически мотивированно на те или иные вопросы. Ну и плюс ко всему было бы неплохо посмотреть весь. Ну, массив, конечно же, никто не даст посмотреть, а посмотреть все исследование. Ну, понятно, вы скептически настроены к этому. Ну, Я сейчас скептически отношусь к любым социологическим исследованиям. Нет, исследованиям, самому, которые смотрите, а к самому запросу на ответственность. Ведь мы же, если так объективно подойти, пристрастно, хотя мы с вами не можем беспристрастно к этому подойти, потому что вас, что меня загнали под санкции, причем так, ну, на фоне этого творчества. То есть никто родину не предавал, никто ничего не... Просто там вы занимались своей работой как историк, биограф, писатель, политический, эксперт, политолог, да. Я как журналист занимался своей работой только за это. И поэтому мы не можем быть объективны к Зеленскому. Но ведь если объективно посудить, смотрите, Ермака уволили. Так а кто, где, что, кто? Сел кто? Нет. То есть... Зеленский ни при чем. Так а какие разбирательства? А пленки? А дальше? А есть там четкие же указания, что будут эти, голоса Зеленской, будут голос Ермака. Все, нет ничего. Все как-то повисли в воздухе. Да, потому что мы уже говорили с вами о том, что это, опять же, есть политическая составляющая данного вопроса. И то будут появляться или не будут появляться новые записи, будет напрямую зависеть от того, будет ли Зеленский демонстрировать договороспособность или имитировать договороспособность, или не будет. Да, друзья, давайте подведем итоги нашего сегодняшнего опроса. Значит, они следующие. Если утверждение, что каждый украинец думает про себя шопвин скориш сканав, верно, то о ком речь была в обращении Зеленского? 2% Трамп, 13 Путин, 32 я не украинец, ума не приложу, и 52% Зеленский. Все-таки, знаете, он с таким видом это говорил, знаете, вот как вот сейчас я скажу, сейчас я вымочу, сейчас, как на КВН, вот это, да, вот эти молодые, вот это, сейчас я шутку смешную скажу и порву зал. А как-то, видите, уже не стреляет. Не смешно. Не всегда, скажем так, заготовленные шутки вызывают тот смех, на который они рассчитаны. Так, друзья, переходим к вашим вопросам. Всем большое спасибо. Вопросов великое множество. Возможно, не все зайдут, не все успеем, но тем не менее. Клуб зрителей. Поехали. Константин, ЕС ввел санкции на Диану Панченко. Как вы думаете, это одинокий спорадический случай или это случай первый в долгом процессе синхронизации санкционных списков ЕС и Украины? На самом деле, там очень интересная была процедура. Как сообщают мне, опять же, не буду называть моих друзей в дипломатических кругах, они говорят, что еще за 2 дня перед тем, как были обнародованы списки, Диана Панченко не фигурировала в них. То есть ее включили в этот список в последний момент, по просьбе украинской стороны. То есть у украинской стороны есть возможности включать неугодных людей в европейские списки, санкционные списки. Василий, многонациональное государство в 21 веке. Это точно не утопия начала 19 века. Возможно, иная идея построения государства для территории Украины. Как вы считаете?
Дело в том, что вопрос в том, а что считать нацией в 21 веке. Вот, потому что этнические основы наций уже давно уходят в прошлое, именно в 19 век, в начало 20 века. А сейчас все-таки понятие нация немножко поменялось. Вот, посмотрите на Соединенные Штаты. Вот, или на некоторые другие страны. Там этнический фактор уходит на второй, третий, десятый уровень. Вот за подобного рода образцами будущее. Так, добрый вечер. Константин Петрович, Андрей пишет. Известная поговорка, даже истина, тяжелые времена рождают героев. Почему не работает так в Украине? Потому что изначально, с самого начала войны, сделано все, чтобы не работал конвейер героев, так называемый. Вот. Я сравнивал нынешнюю ситуацию с ситуацией во время Второй мировой войны. Вот, когда в ходе Великой Отечественной войны Сталин делал все, чтобы был то, что историки назвали конвейером героев, когда народу представляли героев постоянно, их героические подвиги, на них ориентировались, их подвиг старались повторить. Народ знал Зою Космодемьянскую, знал Александра Матросова, знал всех маршалов, знал генералов, командующих фронтами. Сейчас сделано все, чтобы был единственный человек, к которому было приковано внимание. Это Зеленский. Зеленский это главный персонаж, именно он воюет. Ну, а для народа большое количество безымянных героев, и большое количество безымянных героев, и там пес-патрон, призрак Киева и прочее, вокруг которых создаются легенды, чтобы они в перспективе не создавали конкуренцию Зеленскому. Да, уж. Значит, переходим к вопросам из сообщества YouTube. Значит, здесь тоже их очень много, друзья, но все равно большое спасибо за то, что отмечаете картинку к нашему сегодняшнему эфиру. Фантомас разбушевался. Так, Константин Петрович, вопрос к вам как к историку. 24 июля 18 год. Гетман Скоропадский принимает закон о всеобщей воинской повинности, увеличении армии. 14 декабря 18 года Скоропадский подписывает манифест об отречении от власти и бежит из Киева, переодевшись в форму немецкого офицера. Правда ли, что история всегда повторяется дважды? Ну ведь правда, а? Да, но дело в том, что Скоропадский подписал закон, который фактически игнорировался. Более того, что именно в июле 2018 года начинаются очень серьезные восстания против Скоропадского, и в основе были не только экспроприационные действия немецких властей и украинских властей, но и эти мобилизационные, крайне непопулярные действия, плюс ко всему там большое количество акций неповиновения, плюс ко всему деятельность эсеров активная, ну и так далее. Ну, то есть можно говорить о разных факторах. Ну и очень скоро, когда Скоропадский потерял покровителей, Германию, а в Германии осенью произошла революция, в ноябре происходит революция, и Скоропадский понимает, что все, он потерял крышу, потерял покровителей, и через месяц он уже лишился своей булавы, ему пришлось бежать. Здесь в данной ситуации параллель только в следующем. Если Зеленский лишится своих покровителей, ему тоже придется тотчас же бежать. Лина Востроилова, Константин Петрович, какие преимущественные факторы заставить Россию пойти на сделку? Все скорее похоже на ситуацию под Сталинградом и вынужденную капитуляцию Европы. Украину заставят сдаться? Если заставят Европу капитулировать, то Украину тоже заставят капитулировать. Пока что Украина рассчитывает на то, что Европа ее не сдаст. Наталья, целых 3 вопроса. Ну давайте. Можно ли при оформлении банковского договора считать форс-мажорными обстоятельствами изменения политической ситуации на территории, на которой постоянно проживает и был подписан банковский договор? Какими гарантиями НБУ обеспечивается договор, если вкладчик находился на территории, которая может выйти из состава Украины? И третье. Почему к опубликованным 20 пунктам мирного договора не добавили 21, который содержал бы гарантии физическим лицам в таких ситуациях? Про физических лиц никто сегодня не вспоминает особо. Мнением народа и его благосостоянием, в принципе, высокие договаривающие стороны готовы пренебречь. Так что, если же говорить про договора, в договорах прописываются форс-мажорные обстоятельства обычно. Но в свое время у меня был
один кредит, давно уже погашен уже, и в кредитном договоре было написано, что поводом для, скажем так, невыполнения этого договора являются такие факторы, как война, революция и так далее. Так было прописано. В нулевые годы была такая форма. И особенно после 2004 года я тогда решил пошутить с банком и задал вопрос: а помаранчевая революция – это революция или нет? Я могу не выполнять? Ой, что там началось тогда? Я уже выслушал иногда, конечно же, я выполнял все, я неукоснительно выполнял этот договор, но сам факт. Банк не считает помаранчевой революцией революцией. Я думаю, революцию гидности тоже не считает революцией. А что касается того, что вот я не совсем понял второй вопрос, но я так понимаю, что если человек там подписал некий договор и, соответственно, оказался на оккупированной территории, то должен ли он выполнять? Ну, какими гарантиями НБУ обеспечивается договор, если он находится на территории, которая может выйти, то есть она еще пока в составе, но может выйти из состава Украины? Я, честно говоря, не юрист, поэтому в этой ситуации я не берусь говорить. Константин Петрович, какая вероятность у Зеленского выиграть выборы и что на это может повлиять? Зависит ли от избирателей что-то? Мужчин призывного возраста, либо тех, кто пересек границу, если им создадут такие условия, чтобы они не имели возможности голосовать, они же будут против Зеленского. Я в прошлой передаче как раз нашей говорил о том, что если только будет принят закон, согласно которому выборы будут проведены в условиях военного положения, да еще с подключением ДИИ для людей за рубежом, которые находятся, то Зеленский очень запросто продемонстрирует результат в 160% в его пользу. И оспорить это будет практически невозможно. Угу. Так. Добрый вечер, Александр Константин Петрович. С наступающими праздниками вас. Денис пишет, спасибо. Недавно Зеленский намекнул на смерть Трампа. По крайней мере, многие так прочитали это заявление, считали в Белом доме ли его. Если да, то какая реакция? Что вы думаете? Я думаю, что в Белом доме давно уже на подобного рода заявления реагируют, скажем, абсолютно сквозь пальцы. После февраля 2025 года, после известной сцены в Белом доме, там очень с большой поблажкой относятся к заявлениям Зеленского. Константин Петрович, говорят, что Третья мировая уже началась, она не ядерная, а миграционная, что Россия, Европа, США страдают от этого. Почему среди этих политиков не найдутся люди, которые объединились против общей проблемы? Заранее спасибо, добра вам. Субкомандант Маркос, один из блестящих революционеров современности и публицистов, он вообще считает, что сейчас идет Четвертая мировая. У него книга так и называется «Четвертая мировая война». Так вот, что касается мировой войны. Мировая война – это война между сформировавшимися блоками государств. Это не просто война, где большое количество государств воюет, а именно сформировавшиеся блоки. Блоки на сегодняшний день не сформированы. Именно те блоки, которые противостоят. Но они именно на пути формирования, эти блоки. Если НАТО-блок уже существует, то, по крайней мере, военно-политический блок на базе государств БРИКС пока еще только в планах. Или обсуждается только в проектах. Что касается именно мирового противостояния сейчас, и да, меня тоже удивляет то, что многие умные, влиятельные и так далее люди не могут объединиться. Во время Холодной войны, которую многие считают Третьей мировой, во время Холодной войны было очень широкое антивоенное движение. Было движение ученых, пагуашское движение, были там разного рода антивоенные международные там, конгрессы и так далее. Сейчас всего этого нет. Более того, выступление против войны, любая критика милитаризма на сегодняшний день является небезопасной, в том числе в Европе. Следующий вопрос. Оксана задает. В гостях у Александра с одним из гостей возник спор
о том, что готов ли народ Украины к миру. Интересно узнать ваше мнение, готов ли на невыгодные для Украины условия народ ради мира или хотят мира, но на условиях только Украины. Спасибо за ответ. Я, кажется, Оксана поняла, о ком речь. Это мы с Василием Волгой. Был такой политик известный украинский. Ну, в общем, вы в курсе. Союз левых сил был. И он говорит, что каждый хочет мира, ну типа каждый на своих условиях, каждый по-своему. А я говорю, что есть запрос на мир, что он очень Я серьезен. согласен с вами, Александр, что да, действительно, что запрос есть. Более того, я как раз недавно в своем телеграм-канале публиковал пост относительно того, что кто будет категорически против этого мира. И я посчитал, что около 10%, возможно меньше даже, чем 10%, будут категорически выступать категорически против мира вот как такового. И потому что они заинтересованы напрямую, чтобы война продолжалась. И я перечислил, какие категории населения заинтересованы в этом. Так вот, у нас Зеленский апеллирует именно к этим 10%. Вот. Когда-то Донцов в своей книге «Национализм» писал про, у него был такой тезис «порядкуюча воля инициативної меншости». Так вот, именно Зеленский сейчас тоже именно для такой, вот апеллирует к этой упорядочивающей воле инициативного меньшинства, которое для него является авторитетом. Но настроение граждан, которые хотят мира любой ценой, а я знаю просто, что значительная часть населения, подавляющая часть населения готова сегодня к любому исходу войны, вот, к любому исходу, лишь бы только перестали стрелять, лишь бы только начали восстанавливать экономику, вот, и так далее. И значительная часть не верит, подавляющая часть не верит в то, что войну можно выиграть, выйти на границы 91 года и так далее. Поэтому давайте будем реалистами, потому как если завтра будет война, будет мир, если завтра будет объявлен мир, то значительная часть населения Украины выдохнет со спокойствием. Так, следующий вопрос, пожалуйста. Значит, он у нас вот такой. Не о современности, а по истории. Александр Катюшкин спрашивает. Я слыхал мнение, что быстрое возвышение никому неизвестного ранее Великого княжества Литовского было вызвано переходом под руку литовского князя русских князей, не принявших христианство. Резких князей, не принявших христианство. Насколько это обосновано? На самом деле появление Великого княжества Литовского во времена Миндаугаса в XIII веке, в середине XIII века сопровождалось и с крещением как раз, католическим крещением этих земель. Но и более того, дети уже Миндаугаса тоже были крещены, его сын Воишел вообще был в монастыре там некоторое время, потом ему пришлось взяться за меч и навести порядок в княжестве литовском. Там были совершенно другие процессы. Это просто Великое княжество Литовское, процессы государственного строительства, там осуществлялись фактически под давлением между двух огней, вот, так сказать, между Западом, продвижением западных рыцарских орденов и наступлением Орды с востока. И целый ряд князей, как раз именно славянских князей, они просто действительно перешли на службу к тех, которые потеряли вотчины, перешли на службу к литовцам. Это тоже был приток, определенный элитарный приток в это. Вопрос, уважаемый Кость. До 2000-х годов многие западные Украины говорили, что их оккупировали. Они, мол, поляки, венгры, румыны. Теперь они всем доказывают, что они исключительно украинцы. Может, они сделают из 3-6 областей отдельную страну и покажут, как надо жить, если получится? Спасибо за ответ. Этим надо было заниматься в 1939 году. Вот. Я постоянно говорю, что ошибкой Сталина было то, что в 1939 году он не создал 2 украинских государства, а создал одно. Ну, возможно, что это было не ошибка, а такая себе, скажем, мягко говоря, подарок на будущее мина замедленного действия. Вот.
Так что, а что касается, ну, на самом деле, я жил 11 лет во Львове, я не слышал о том, что львовяне считают себя оккупированными, наоборот, они же достаточно скептически относились к полякам, понимая, что во время Польши Львов был оккупирован, так они считают. А в начале, вот в 90-е годы, вплоть до нулевых, львовяне больше считали Львов таким себе украинским Пьемонтом. И была такая мессианская идея, что мы должны нести настоящую украинскую культуру, настоящее понимание украинской государственности и задач, которые стоят перед Украиной, остальной Украине. Мы должны зажечь украинством Украину. Ну да. Так, президент Франции Лена пишет, Эммануэль Макрон наградил главкома ВСУ Сырского орденом почетного легиона. Об этом сообщает военкор Борис Рожин. По его словам, высшую награду Франции Сырскому вручил генерал Фабьен Мандон. Справка. В настоящее время орден принимают от 3 до 5 тысяч новых членов в год. Вступление в орден платное, канцелярские услуги стоят около 20 евро, стоимость знаков в интернет-магазине Парижского монетного двора летом 17-го была 210 евро. Как вы думаете, Константин Сырский гордится таким орденом? Ну, наверное, вот не только Сергей Тигибко теперь, не только академик Семеноженко будут теперь кавалерами ордена почетного легиона. Зеленский тоже. Ну еще же Зеленский у нас, да. Там очень много, кстати, привилегий предусмотрено для кавалеров ордена почетного легиона. Мне когда-то один мой приятель рассказывал, как он ехал в поезде, вот вошел некий дедушка и сказал, что я хочу сидеть на этом месте. Вот оказалось, что он кавалер ордена почетного легиона, и, соответственно, моего приятеля попросили уступить это место, хоть у него был билет выписан и все прочее. Так что Сырский сможет ездить на любом месте. Да, во французских троллейбусах и поездах. Значит, так. Добрый вечер, Александр Константин. Недавно наткнулся на пост в интернете о том, что, оказывается, Луганск основал Чарльз Гаскоин, а Донецк — британец Джон Юс, а Лисичанск простроили бельгийцы. Насколько эта информация соответствует исторической действительности, очень интересно узнать. Ну, в XIX веке большое количество европейцев приходили со своими инвестициями, инвестиционными проектами в Россию. Им предоставляли территории, где они строили заводы или же там другие предприятия, и вокруг них потом появлялись рабочие поселки, которые становились, скажем так, прообразом городов. Сказать, что они были основателями городов именно, это не совсем правильно, потому что там до этого были, наверное, какие-то населенные пункты. Но статус городов появлялся уже после того, как там появлялось производство. То есть тот же Хьюз, например, вот, он был в первую очередь человеком, который инвестировал в металлургическую отрасль. Вот, а значит, вот с этого времени начали говорить о каком-то городском поселении. Но говорить о том, что именно он был реальным основателем, что до него там ничего не было, была просто выжженная степь, это Ну и неправда. тем более, смотрите, предприятия Гаскоина были там в Луганске, а уж в Лисичанске тем более, да, ну, то в Лисичанске бельгийцы строили содовый завод. То есть, ну, и ряд инфраструктурных тоже вокруг этого дела. Мел, там, вагонетка вот эта, которая шла, которую разбили. Но там было, ну ключевое основание было, это все было, то есть царица указ, вот, и все погнали, и она основала тот завод, просто большее предприятие, и все вот как бы вот, да, вот Юзовка, или, например, там, тут Гаскоин, тут еще. Поэтому, знаете, это такая чистой воды манипуляция, это я знаю даже откуда, ну, вот этот вот момент, говорят, что, смотрите, всем обязаны бельгийцам, шотландцам. Нет, вы знаете, что есть такой немецкий, он историк, но, кроме всего прочего, он и экономист, он возглавлял в свое время Восточный комитет немецкой экономики Райнер Линднер. Он написал блестящую монографию, еще в нулевые годы написал, блестящую монографию, она переведена на русский язык,
о процессах промышленного развития в городах востока Украины. Вот. И как раз он там исследует эти все вопросы. Вот. Так что там с выкладкой, с цифрами, с фактами он очень глубоко проработал эту тему, поэтому монография Райнера Лиднера, я думаю, она будет очень, очень не лишней для того, чтобы разобраться в том, как все происходило, как происходили эти процессы. Переходим в чат трансляции. Давайте здесь еще пообщаемся. Значит, так, вопрос от Андрея. Чем чаще революции или Майданы, тем быстрее деградирует страна. Это верное утверждение? Это абсолютно верное утверждение, как и то, что ни одна революция не привела к счастью. Даже Великая социалистическая? А дело в том, что те процессы, которые привели потом к стабильности, это были скорее процессы контрреволюции. Ну, НЭП, да, я понял. Эволюции, да. Да. Добрый вечер. Как думает Кость Бондаренко, какие территории отойдут России, когда все закончится? Заранее спасибо за ответ. Я думаю, что если я отвечу на ваш вопрос, завтра же мне еще раз там еще одну статью Уголовного кодекса припишут. Но то, что Украина потеряет территории, и не только те, которые сейчас обсуждаются, если только Украина не пойдет сейчас на эту сделку, то это факт. Так, почему ВСУ собрали 150 тысяч наемников в 22 году возле Донецка? Ну, какой вопрос? У меня нет таких данных, честно говоря. Вот я их встречаю, но у меня нет никаких подтверждений. Наемников много, сразу скажу. Их много. Любая война вот, сразу же вызывает интерес у искателей счастья, у так называемых диких гусей, вот, которые готовы идти воевать за деньги. Вот, если деньги на наемничество были, а законодательно Украина еще в 2015 году одобрила наемничество Украины, то, соответственно, появилось огромное количество. Я не знаю, было их 150 тысяч, было ли их 15, было ли их 50, вот, но было их много. Угу. Значит, так. В Российскую империю европейцы ехали от нищеты в Европе, немецкие баронессы у русских купцов гувернантками работали. Вот как. Ну, это разные были времена, просто разные временные отрезки. В 1815-16 годах в Европе были очень серьезные катаклизмы. Вот, во многих регионах начинался голод, был так называемый год без лета. Вот, когда снег не сошел даже в июле. И большое количество французов действительно тогда, кстати, после наполеоновских войн это все было, и после вот этих всех природных катаклизмов, и после революции, большое количество французов ринули в другие страны, и не только, кстати, в Россию, и в Соединенные Штаты очень многие поехали и в Россию, вот в поисках именно лучшей жизни. Вот. Да, действительно устраивались губернаторы. Но это было начало XIX века. А что касается второй половины XIX века, когда начался промышленный бум на территории Восточной Украины и на территории Донбасса, это уже совершенно иные процессы. Совершенно иные процессы. В Европа была более-менее сытой тогда. Так, Константин Петрович спрашивают, за какой вы футбольный клуб болеете? Я не болельщик футбольный, я не футбольный болельщик, возможно, разочарую кого-то. Я в своей жизни один раз был только на футбольном матче. В Донецке? Нет, в 1986 году в Черновцах вот меня затащили на футбольный матч, вот, где играли Черновицкая Буковина и Каменец-Подольский Цементик. Вот поэтому вы и не полюбили футбол, Константин Петрович. Ладно, это шутка. Все клубы хороши, конечно. Ой. Игорь, спасибо за вопрос. Да, вопрос. Как спикер считает, Украине выдали 90 миллиардов или пообещали выдать? Жениться или пообещать жениться на девушке? Это же разные вещи. Конечно же, пообещали. Понятное дело, что эти деньги в основном осядут в Европе.
Вот это как бы будет украинская статья. По украинской статье европейцы сами же у европейцев закупят оружие, например, для того, чтобы передать его Украине. Или же там будут пущены на ремонт украинской бронетехники в Европе, или же на изготовление снарядов. Но большая часть из этих 90 тысяч, они останутся в Европе. Какая-то часть, конечно же, будет отправлена в Украину. Пока что эти деньги обещаны. Значит, такой вопрос. Голод, не голодомор, а Америке не голодомор Россия делала. Ну, в общем, это про голодомор тут идет дискуссия. Кто в Турции завалил самолет с ливийцами? Кому это выгодно? Это удар по Эрдогану, спрашивает пользователь. Ой, это сложная ситуация. Я пока что не берусь сказать, кто за этим стоит, может стоять, особенно учитывая сложную ситуацию в самой Ливии, учитывая наличие противоборствующих группировок и крайне сложную ситуацию вокруг самого будущего Ливии. Но сказать, что это удар именно по Эрдогану, я не берусь. Мадуро удержится? Еще один вопрос. Я ему желаю это искренне. Почему? Ну, да потому что я противник разного рода там, устранения, даже если человека считают там, популистом, диктатором, там, еще кем-то, можно разные эпитеты перечислять, все равно устранение того или иного лидера под внешним влиянием, это, честно говоря, свинство. Вот. Народ должен решать вопросы. Вот. Мы уже видели, до чего доводит 2014 год на примере Украины. Так. Шелест, вот вы сидите, нормальные же люди. Как мы дошли до войны? Почему украинский народ этого захотел? Это не мы дошли. Вот. А просто-напросто во многих процессах обычные люди лишены возможности влияния на те или иные события. Вот. Видит Бог, что и я, и Александр делали все для того, чтобы ненависти между украинскими и российскими народами не было, особенно после 2014 года. Вот, когда нагнеталась эта ненависть, мы как раз были среди тех, кто делали все для того, чтобы этот градус не повышался в обществе. Но мы как раз были в меньшинстве. Константин Петрович, вас еще спрашивают, как вы относитесь к Каспарову и его деятельности? У него там суд какой-то, новость какая-то была, по-моему, или засудили, или что такое? В 80-е годы я болел за него, когда были известные матчи. Лучше бы за цементник. Или как да, там? болел за Каспарова тогда. Тогда казалось, что он молодой, такой перспективный. Вот, ну, я тогда был еще школьником, конечно, когда был этот знаменитый матч Карпова-Каспарова. Вот. А что касается того, когда Каспаров перешел из шахмат в политику, ну, честно говоря, лучше бы он играл в шахматы. Шелест Бондаренко, отвечайте, пусть будет... будет полное восстановление державы, как было не раз. Держава. Сложный контекст, я не понял, например. Державы это великого могучего или державы в принципе? Я тоже не понимаю, но сейчас, на сегодняшний день, совершенно иные процессы. Сегодня никто не мыслит категориями восстановления там, империи и так далее. Когда-то я со своим российским коллегой, очень известным политологом, мы общались, и он сказал мне фразу: вот все сейчас вот постоянно только обсасывают вот эту фразу Бжезинского, что без Украины не может быть восстановления Российской империи. А кто сказал, что мы в России строим империю? Мы строим транснациональную корпорацию «Россия». Россия как транснациональная корпорация, а не как империя. Это две большие разницы. А в условиях транснациональной корпорации Украина как таковая вот, для нас будет просто, скажем, рискованным активом. Да, это, кстати, да. Ведь никто... Смотрите, так же принято считать, что мы, украинцы, там что-то знаем про россиян, про Россию, изучаем или там близки.
Ну вот нет, понимаете? Я На Западе никто ни хрена не знает про Россию. Трамп поувольнял всех пинком под Я зад вот этих. скажу больше, Александр, скажу больше. Есть такой момент. Вот, я знаю в Украине практически всех, кто занимается Россией. На Их можно Западе. пересчитать, не, в Украине. А, в Украине. В Украине, кто исследует, кто занимается российской проблематикой. Не просто на уровне там завтра Россия распадется, а Путин умрет и так далее. Вот нет, я имею в виду серьезных исследователей. Их можно пересчитать по пальцам одной руки. Их не больше 5 человек. Вот. Я регулярно читаю то, что они пишут. Но на самом деле слишком далеки они от народа. Я не претендую на то, чтобы сказать, что я полностью разбираюсь. Но когда я читаю, я вижу, что это просто утопия. На Западе когда-то были советологи, так называемые. Это были действительно серьезные люди, советологи, которые глубоко занимались Советским Союзом, вот, процессами в Советском Союзе. Но после 90-х и после нулевых годов в Соединенных Штатах действительно большой кризис, и в Европе большой кризис людей, которые понимают, что происходит в России. Они иногда, когда я общаюсь с такими людьми, вот, мне представляют, говорят, это профессор, который защитил там диссертацию по России, который написал целый ряд монографий по России, и мы с ним начинаем говорить, и я понимаю, что он считает, что Россия – это некая недоевропа. То есть там процессы, которые происходят, это, в принципе, европейские процессы, те, которые в Европе происходят. И народ приблизительно мыслит точно так же, как среднеевропейский обыватель, но он лишен каких-то благ, тех, которые лишены Да-да-да. европейцы, лишен там свобод, которых лишены европейцы, которые существуют у европейцев. Вот. А в целом у них одинаковое мышление. Вот. Это на самом деле настолько притягивается за уши в данной ситуации. Но есть другой аспект. Я точно так же общаюсь со многими российскими коллегами. Несмотря на войну, я не перестал общаться в профессиональном плане с российскими политологами многими, социологами и так далее. Вот. Но они тоже не понимают Украину. Они считают, что Украина – это та же Россия, впавшая в ересь определенную. Вот, и так далее. Там теми же методами можно очень просто вот, фактически выгнать бандеровцев, и будет все нормально. Ну, на самом деле, нам еще предстоит серьезно, очень серьезно узнать друг друга после войны. И вот, знаете, я еще тут хотел добавить по поводу этих... Ну, там понятно, что узнать друг друга, все изменились. Мне непонятен вот этот пещерный подход. Ну вот, например, если люди какие-то буряты, ну, издалека, да, народ России, то они обязательно какие-то там недалекие, какие-то там что-то небогатые, какие-то там, да разные. Ну, то есть, или какие-нибудь там же куча народностей и национальностей, да? У меня есть приятель якут, вот. Я скажу, что умнейший человек, с которым просто-напросто вот, приятно пообщаться. Вот человека по интеллекту, вот, по интеллектуальным способностям в Европе очень сложно найти подобного собеседника. Так что относиться к человеку предвзято только из-за разреза глаз, ну, Нет, ну я думаю, на самом деле. ну это же легко цепляется пропагандой, понимаете, какие-то. Вот мы тут такие белые, а они тут, или там такие, а они там с другим разрезом глаз. Значит, вопрос. Трамп обхаживает страны Центральной Азии. Также пригласил Казахстан и Узбекистан на саммит G20. Это в пику Китаю? Не совсем. Соединенные Штаты постоянно пытаются каким-то образом укрепиться в Центральной Азии. А Центральная Азия, в свои государства Центральной Азии, они демонстрируют, что мы многовекторны. Вот, и хотите дружить, будем дружить с вами. Я очень внимательно наблюдал за тем, как проходила встреча Трампа с руководителями азиатских государств в начале ноября. Вот, так там такое словословие в адрес Трампа, которое высказали центральноазиатские руководители. И, соответственно, в этой ситуации как раз было очень интересно наблюдать, что практически те же слова вот, центральноазиатские руководители, лидеры, они говорят постоянно при встречах Путину, те же самые слова говорят, очевидно, и Си Цзиньпину, но при этом развивают свои собственные проекты. Вот там семимильными шагами развивается Узбекистан сейчас. Вот, очень, очень стремительно развивается. Казахстан
принципе. Так что, ну и в целом абсолютно новая философия государственности у Кыргызстана. Сейчас модернизированное государство, которое базируется на криптовалютных операциях и прочее. То есть это абсолютно не те республики, не те государства, к которым мы привыкли, там, например, 20 лет назад. Это не какие-то там полуфеодальные государства, каких пытались нам представить. Это динамично развивающиеся А тут, государства. У Соединенных Штатов есть желание с ними работать. а тут знаете, какой этот вопрос, ну там выше, который задавали зрители? Потому что свое там от перевороты отпереворачивали, свои какие-то там стычки, конфликты уладили, и как только длинный путь у тебя есть для того, чтобы, ну, без войны, а путем развития, без этих революций, там, как в Кыргызстане, помните, вот эти все были Да. вещи, так Кыргызстан, сразу, кажется, через 4 революции прошел. ну, так сразу оказывается ничего, нормально, и жить можно. Да. Значит, да, друзья, значит, вот завершить хотел бы вот на таких сообщениях. Вот, например, Александр Константин, благодарю вас двоих за все объективные эфиры. Дай бог вам здоровья, терпения, возвращения на новую Украину, где не будет на свободу слова гонения. С уважением к вам, Зиновий. И я искренне желаю, чтобы мы с вами подняли рюмочку за тех, кто пал, и за тех, кто выстоял. Создавайте партию. Думаю, много народа готовы вас поддержать. И другие хорошие комментарии, добрые. Спасибо вам большое за то, что их пишете. Это я прочитал не к тому, чтобы нам с Константином Петровичем резко приятно стало в конце, а к тому, чтобы показать пример, что хороший, добрый комментарий, он всегда уместен. Спасибо большое. Да. Давайте я полностью поддерживаю, но давайте мы не будем создавать партию. Может, Александр захочет, но я точно нет. Давайте мы лучше создадим побольше мозговых центров, средств массовой информации и так далее, те, которые будут работать действительно на перспективу и на то, чтобы бороться именно с одурманиванием и зомбированием масс. Вот. В целом, спасибо большое. Надо просто как-то партии переименовать. Ну, это просто Уже название. да, уже все хорошие названия взяли. У нас уже даже есть партия цыган Украины. Вы знаете. На самом деле это есть, я не шучу. Ой, да, друзья. Всем большое спасибо за то, что посмотрели нас сегодня. Посмотрим, ровно через неделю Новый год. С Константином Петровичем определимся, может быть, еще до Нового года встретимся, пересечемся, а нет, тогда в 26-м. Ну, то есть это мы как бы решим туда немножко ближе, неделя целая впереди. Неделя обещает быть очень интересной, поэтому следим за всеми событиями. Ну и думаю, что все-таки есть вероятность пролета черного лебедя буквально в ближайшие дни. Вот какой он будет, вот сейчас увидим. Константин Петрович, спасибо за время и мысли. Большое спасибо. Большое спасибо. До новых встреч. Берегите себя.